Миллионы людей заразились этим вирусом. Более 230 тысяч человек умерло. Почти половина населения планеты заперты в своих домах. Рынки упали на 30% и ожидается глобальная рецессия. YouTube подвергает цензуре видео о COVID-19 путем удаления или демонетизации. Многие страны принимают авторитарные и нелиберальные меры для борьбы с несоответствующим их политике контентом в социальных сетях. Чем дальше общество отдаляется от правды, тем сильнее оно ненавидит тех, кто ее говорит. Эту цитату я посвящаю Варламову и его приятелям. Год назад ему понравился мой ролик, но когнитивный диссонанс все-таки сделал свое дело. Илья, во второй раз придется тебе объяснять, что к чему. Только если понравится и в этот раз, не пиши опять, что поделишься моим видео. Я передумала. Исторически пандемии заставляли людей порвать с прошлым и заново представить свой мир. Также и с этой пандемией. Это портал между одним миром и другим. Мы можем пройти сквозь этот портал, таща за собой туши наших предрассудков и ненависти, нашу алчность, наши мертвые идеи, грязные реки и загазованное небо. Но есть и другой вариант, Илья, обязательно расскажи о нем своим друзьям. Мы можем легко встать на этот путь с небольшим багажом, готовыми вообразить другой мир, готовыми за него бороться. Сопоставим угрозу человечеству непосредственно от самого COVID-19 с последствиями от принятых мер. От вируса умерло 230 тысяч людей за время до конца апреля. Для сравнения, в период с 1 января и до конца апреля было 4 миллиона 300 тысяч смертей из-за инфекционных заболеваний. Умерло 2,5 миллиона детей до 5 лет. От голода умерло 3,5 миллиона людей. Смертей, вызванных раком, было 2 миллиона 700 тысяч. Самоубийств 355 тысяч. Смертей, вызванных курением, 1 650 000. И 830 тысяч смертей, связанных с алкоголем. Ввиду 230 тысяч людей, которые умерли от коронавируса, были введены меры со следующими последствиями. Число безработных в России может вырасти до 9 миллионов, то есть безработица подскочит до 10%. По некоторым данным можно предположить, что на каждый процент безработицы число суицидов растет соответственно на 1%. В Европе ожидается до 59 миллионов безработных, в США уже на данный момент 26 миллионов. Коронавирус погружает мир в худший кризис со времен Великой депрессии. И это оптимистичный прогноз. Он легко и быстро затмит финансовый кризис десятилетней давности. И в лучшем случае планета оправится от него только в следующем году, не досчитавшись 9 триллионов долларов. Как вы думаете, мы смогли бы прокормить 3,5 миллиона людей, которые умрут в ближайшие месяцы от голода, на эти 9 триллионов долларов? Но так как ВОЗ предпочитает направлять сотни тысяч долларов на лечение одного человека в Африке химиотерапии, в то время как на эти деньги можно было бы прокормить 10 тысяч африканских детей, то и на перераспределение ресурсов с борьбы с одним из 370 триллионов вирусов на спасение голодающих я тоже не рассчитываю. Мало того, что мы не хотим направлять деньги на решение проблемы голода в мире, так еще и усугубляем эту проблему. ООН предупреждает, необходимы срочные меры, иначе пандемия короны может привести к библейским пропорциям голода во всем мире. Также ожидается массовая волна банкротств. Почти треть российских компаний опасаются банкротства из-за коронавируса. В соответствии с Международным валютным фондом, мировой экономический рост составит минус 3%. В России этот показатель будет минус 5,5%. В этом году с января по апрель умерло более 19 миллионов людей, из них 230 тысяч от коронавируса. Это чуть больше процента от всех умерших. Вам не кажется, что меры, предпринимаемые ради 1% от умерших, немного раздуты? Что мы стреляем базукой по вирусу? А если вы считаете такие меры оправданными, то почему колоссальный побочный ущерб неуместен ради половины миллиона ежегодных смертей от гриппа, а во имя сравнимого с ОРВИ и гриппом ковидом, пожалуйста? В предыдущих видео я уже приводила много источников, сопоставляющих опасность коронавируса с ОРВИ, такие как Оксфорд, Стэнфорд. Здесь хочу упомянуть российского микробиолога, академика Виталия Зверева. Самое опасное в новом вирусе – это страх перед ним. Ущерб от паники и принятых мер существенно превысит ущерб от вируса. Заболеваемость прекратится, когда выработается коллективный иммунитет. По мнению вот моих коллег из-за рубежа, да, западных, 18,5, ну 20 будем считать для ровного счета, вообще не заметит эту инфекцию. 80 с лишним процентов, ну включая эти 20, конечно, они перенесут это как обычное ОРВИ, то есть то, что вот обычную простуду.
Но поскольку в наше время только плохие новости являются хорошими новостями, то в СМИ нам постоянно показывают экспоненциально растущие кривые. Я хочу показать вам на примере Швеции, как выглядит такая манипуляция. Большинство СМИ показывают не число смертей по дням, а растущую кривую смертей за весь период эпидемии. Но вот Агентство общественного здравоохранения Швеции свой график составило на основе числа смертей по дням, и он отчетливо показывает общую тенденцию к снижению. То есть число смертей уменьшилось без коллатерального ущерба здоровью и экономике, вызванных блокировкой в других странах. Бывший главный эпидемиолог Швеции и Европы профессор Йохан Гисеке сказал, что блокировка бессмысленна и вредит обществу. Основой шведской стратегии было то, что люди не глупы. Гизеке также ожидает летальность от 0,1 до 0,2%, как и от гриппа. По его же словам, эксперимент ставят все другие страны, а не Швеция, ведь впервые в истории на карантин посадили все здоровое население. Так почему в Швеции нет перегрузки в больницах, несмотря на то, что они не ввели блокировку? Ведь все сглаживают кривую именно ради того, чтобы больницы справлялись с потоком заболевших. Швеция успешно размазала эпидемию по времени, защищая тех, кто находится в группах риска, и не перегружая систему здравоохранения. И даже ВОЗ в итоге признала, что миру нужно учиться у Швеции. I think in many ways Sweden represents a future model of if we wish to get back to a society in which we don't have lockdowns, then society may need to adapt for a medium or potentially a longer period of time. And I think maybe in Sweden they're looking at how that is done in real time. So I think there may be lessons to be learned from our colleagues in Sweden. Судя по прогнозу экономического коллапса от Международного валютного фонда, учиться нужно также у Беларуси. Цитирую Александра Лукашенко. Выбор какой? Умереть с голоду или без войны отдаться и уйти под протекторат богатых и сильных государств? Поэтому было принято решение экономику не останавливать. Так зачем большинство стран ввели у себя китайскую политическую модель? Что будет после снятия блокировки? Судя по тому, что пишет у себя на сайте федеральное правительство Германии, ничего хорошего. Вакцина для всего мира. Целью инициативы, выдвинутой ООН, ЕС и фондом Мелинды и Билла Гейтса, является ускорение разработки, производства и равномерного распределения вакцин, диагностических и терапевтических средств для COVID-19. То есть, когда Билл Гейтс, не ученый, без медобразования, его никто не избирал, дергает за веревки наравне с ООН и ЕС, это как бы ничего страшного, не обращайте на это внимания. А когда я ссылаюсь на экспертов, на профессионалов с десятилетиями опыта за плечами в области эпидемиологии, биостатистики и так далее, которые утверждают, что речь идет максимум о сильном ОРВИ, то сразу же начинаем их разоблачать. Да, коронапаника подняла кучу грязи и пыли, пытаясь очернить тех экспертов, которые не верят в байку о том, что человечество можно спасти волшебной инъекцией от ковид. И это надо иметь в виду. И когда кто-то начинает списывать на теорию заговора, так в наше время это стало признаком отличия в хорошем плане, ведь что на другой стороне медали? Там слепая вера в вакцину, в органы власти и в Гейтса, конечно же. А Гейтс спит и видит, как вы ему верите. Он позаботился об этом, проплатив основные СМИ-каналы. Ну, например, Шпигель – $2,5 миллиона. Журналу Guardian он заплатил больше $5 миллионов за 2018 только. BBC – $1,5 миллиона. Раз уж мы здесь, то и в Ухань он тоже высылал $500 000, и это только за 2018. А вот этот подарок в Берлин в Шарите размером в 550 000. Именно в этом клиническом комплексе работает Дростен, вирусолог-советник Меркель по ковиду. Слепо верить кому-либо – это последнее, что я собираюсь делать во время кризиса. Мне нужны научные данные и подтверждения независимых организаций и профессионалов. Вообще все эти лейблы по типу теория заговоров или антипрививочники – это удобные штампы, которые блокируют мыслительный процесс тех, кто ими пользуется. Я не антипрививочница, так же, как я не антиантибиотичница. То, что я не даю своим детям антибиотики, означает лишь это. Я воспользуюсь ими в экстренной ситуации, но в основном риск превышает пользу. То же самое с прививками. Я не отрицаю априори все прививки, но по меньшей мере предоставьте мне рандомизированное, контролируемое, двойное слепое испытание с инертным плацебо. Это золотой стандарт клинических исследований. Тогда поговорим, я только за. В плане разработки вакцины от SARS-2, то есть нашего ковида, ее до сих пор-то от SARS-1 не разработали, который вызвал пандемию в 2002-2003 годах, то есть за 18 лет. А кто-то хочет привить все население Земли вакциной, сварганенной за 18 месяцев?
Тест на коронавирус, который был разработан в Германии и сейчас применяется во всем мире, также был спонсирован Гейтсом. Он никогда не был утвержден по правилам безопасности, но хотя бы он не представляет опасности для жизни, в отличие от прививки. До тех пор, пока эта вакцина будет добровольной, пожалуйста, это дело каждого. Но проблема в том, что гарантированно речь идет о принудительной вакцинации от ковида. И Меркель туда же. Это канцлер той страны, в которой был подписан Нюрнбергский кодекс, основным принципом которого является то, что для проведения эксперимента на человеке необходимо его добровольное, осознанное согласие. Молчать сейчас означает поддерживать планы насильной вакцинации и постоянного наблюдения, как в книге Оруэлла. Это тоже теория заговоров? А нет, это прямой текст сайта Билла и Мелинды Гейтс. Чем мы занимаемся? Vaccine Development and Surveillance. В переводе на русский наблюдение. Вот отрывок из видео австрийского биолога Clemens Erwey об опасности вакцины от COVID-19. Diese Boten-RNA wird auch manipuliert, Матричная РНК манипулируется таким образом, чтобы ее приняли наши клетки. Ее впрыскивают в наше тело посредством наночастиц. Они проникают внутрь наших клеток через клеточные рецепторы. Для этого и нужна нанотехнология, чтобы после вакцинации, после инъекции, эти вирусные РНК вообще могли попасть в клеточную плазму. Ins Zellplasma unserer Zellen gelangt. Und dann passiert И затем происходит нечто наподобие вирусной инфекции, а именно в рамках сложных механизмов и непрерывной цепочки рибосомы наших клеток, то есть белковые фабрики, считывают матричную РНК вируса, который был введен. Die Boten-RNA des Virus auslesen. Und dann stellen sie virale Proteine. Затем они создают вирусные белки, например, белки из оболочки вируса, которые высвобождаются через кровоток. И наша иммунная система вырабатывает антитела против этого. Man sieht also schon, es ist ein massiver Таким образом, в физиологию наших клеток происходит массовое вмешательство. da passiert. Es ist noch nicht geklärt, welche Immunreaktionen. Пока еще не ясно, какие иммунные реакции являются вредными. Пока не ясно, будут ли отдаленные последствия этого типа вакцинации. Dieser Art von Impfungen gibt. Und es ist auch überhaupt nicht geklärt, ob diese Impfungen И до überhaupt сих пор не совсем ясно, эффективны ли эти прививки в долгосрочной перспективе. Все это сначала должно быть исследовано в клинических исследованиях, а также в доклинических исследованиях, потому что технология этих вакцин еще не готова к продаже и ни в коем случае не является безопасной. Каждый, кто исследует эту тему, знает это. И врачи теперь предупреждают о том, что быстро или под давлением разрешить вакцинацию РНК нельзя. Мы не должны допустить этого ни при каких обстоятельствах. Блокировка – это не что иное, как массовая истерия. Хватило бы и шведской модели, но, конечно, на ней нельзя продать миллиарды прививок. Час Х пробил. Либо мы рабы, позорно сдавшие свою свободу кучке властимущих, либо это наша планета, и мы сами создаем свое будущее.